В этом видеоролике мы рассмотрим протокол Mimblewimble и две недавно появившиеся криптовалюты Green и BEAM. Сравним их и обозначим плюсы и минусы. Вы на канале Crypto Insight, и мы начинаем. Мы объясним и рассмотрим ключевые концепции протокола Mimblewimble и не будем углубляться в математику и криптографию для того, чтобы каждый смог понять принцип работы этого протокола. Для начала рекомендуем ознакомиться с нашим видео о транзакциях биткоина и о входах и выходах, чтобы вам легче было понять информацию, изложенную в этом видеоролике. Что такое Mimblewimble? Mimblewimble – это блокчейн-протокол, целью которого является улучшение масштабируемости и конфиденциальности. Что делает его интересным, так это то, что он решает проблему масштабируемости иначе, не так, как многие другие протоколы. Протокол Mimblewimble фокусируется на создании нового и сокращенного протокола обратной связи между транзакциями и блоками. Это делает работу полной ноды менее ресурсоемкой. Какие проблемы решает протокол Mimblewimble? Mimblewimble пытается решить проблему масштабируемости и приватности существующих блокчейнов. В отличие от других проектов, которые стремятся к огромной пропускной способности, Mimblewimble нацелен решить проблему иначе. Он увеличивает эффективность через обрезание избыточных данных в цепочке блоков. Чтобы запустить полную биткоин-ноду, вы должны загрузить все транзакции с момента запуска сети биткоина. В настоящее время это около 200 гигабайт. Каждая новая транзакция добавляет веса к текущему весу блокчейна. Mimblewimble же позволит избавиться от старых и ненужных транзакций. Представьте, что Боб отправил транзакцию Алисе, которая в свою очередь отправляет транзакцию Еве, а Ева отправляет транзакцию Дэвиду. Конечным результатом является то, что первоначальный выход Боба находится в руках Дэвида. Так зачем же хранить дополнительные данные? Mimblewimble удаляет эти потраченные выходные данные путем объединения промежуточных транзакций. Авторизация этих транзакций остается. Нам нужно это потому, что в противном случае транзакции могли бы быть отменены. Но следы этих, теперь избыточных транзакций, удалены. Одно из преимуществ протокола Mimblewimble в том, что сеть может продолжать функционировать, даже если ни один из пользователей сети не хранит подавляющее большинство исторических данных блокчейна. Все должно равняться нулю. Это именно то, что делает Mimblewimble. Он проверяет каждую транзакцию на то, что сумма выходов минус сумма входов равняется нулю. Например, Боб отправил Алисе 1 биткоин. Алиса получила 1 биткоин. Выход минус вход равняется нулю. Право собственности на момент подтверждается с помощью слепой подписи, о которой мы поговорим чуть позже. Проверка всех транзакций на то, что сумма выходов минус сумма входов равняется нулю, позволяет удалять ненужные транзакции, тем самым уменьшая вес блокчейна. Приватность транзакций в Mimblewimble. Mimblewimble решает проблему приватности и анонимности транзакций не так, как другие криптовалюты. Большинство решений по обеспечению конфиденциальности используют что-то вроде доказательств с нулевым разглашением или кольцевых подписей для запутывания транзакций. Mimblewimble обеспечивает приватность совершенно другим способом. В протоколе Mimblewimble нет адресов. Это довольно трудно понять, учитывая то, как работают другие криптовалюты. Все криптовалюты полагаются на адреса для отправки и получения. Я копирую свой биткоин-адрес, передаю его отправителю, он отправляет биткоины на мой адрес. Все достаточно просто. Mimblewimble работает по-другому. Простыми словами, два кошелька напрямую обмениваются информацией. Получатель создает так называемый пункт назначения для отправителя, для отправки средств, и эта информация видна только этим двум сторонам. Для проведения транзакций не требуется, чтобы обе стороны были в сети в одно и то же время. Пример транзакции мы рассмотрим чуть позже. Mimblewimble не содержит деталей транзакции. Посторонние пользователи не могут видеть никаких деталей о транзакции. Если вы не были одним из участников, ни одна из транзакций в любом конкретном блоке не будет вам известна. Все, что можно увидеть в блоке, это список новых входов, список новых выходов и список криптографических подписей, созданных с помощью вышеупомянутых выходов. Это означает, что невозможно распознать, что на самом деле произошло в каком-либо конкретном блоке, кто, кому, когда и сколько средств отправил. Конфиденциальные транзакции и слепая подпись. Хотя приведенные выше пункты могут означать, что никто не может отследить историю транзакций, они все же остаются открытыми во время попадания в майнинг пул для подтверждения. Что нужно сделать, так это убедиться, что никто не может видеть суммы на выходах. Для этого Mimblewimble использует слепую подпись, которая по сути является личным ключом пользователя. Это очень большое число, которое используется как для маскировки стоимости транзакции, так и для подтверждения права собственности. Мы не будем вдаваться в подробности, так как это связано со сложными математическими расчетами. Но по сути, слепая подпись – это то, что позволяет сети проверять транзакцию, не зная ни одного из значений. Не имея никаких адресов или деталей транзакции, конфиденциальные транзакции означают, что кто-то, просматривающий блокчейн Mimblewimble, не сможет увидеть какие-либо сведения об отправителе или получателе, узнать сумму транзакции или даже распознать, когда была сделана транзакция.
Давайте перейдем к транзакциям в Mimblewimble. Транзакция в Mimblewimble состоит из входов inputs, выходов outputs, а также имеет ядро или же kernel. Что такое kernel? Kernel содержит в себе остаток от разницы выходов и входов, access, и цифровую подпись. Давайте рассмотрим транзакции Mimblewimble и узнаем, как происходит уменьшение веса блокчейна. Сейчас вы видите две транзакции с несколькими выходами и входами, что делает протокол Mimblewimble для уменьшения веса транзакций и обеспечения приватности. Он объединяет две транзакции в одну и проверяет каждый соответствующий выход и вход на то, что разница между ними равняется нулю. Если это так, как в случае с выходом и входом, выделенными синим цветом, то из транзакции можно их убрать, но она по-прежнему остается валидной. То же самое можно сделать и с блоками. Каждый блок имеет определенные выходы и входы. Mimblewimble может объединить блоки вместе, и как вы видите, некоторые выходы и входы одинакового цвета. Это значит, что их можно просто убрать, но транзакции и блоки по-прежнему останутся валидными. Это позволяет значительно снизить вес транзакций и блоков. А что еще лучше, новому пользователю, который захочет присоединиться к сети, не надо будет скачивать весь блокчейн. Он может скачать только определенные и необходимые блоки. В комментариях будут прикреплены все полезные ссылки. Там вы сможете найти максимально подробный разбор транзакций Mimblewimble. Давайте теперь рассмотрим недавно появившиеся криптовалюты Green и Beam. Это первые криптовалюты, которые работают на протоколе Mimblewimble, но они имеют несколько отличий друг от друга. Начнем с эмиссии монет. Green имеет неограниченную эмиссию монет, а это значит, что будет инфляция. Но инфляция будет уменьшаться с каждым годом. Ссылку на таблицу с расчетами мы оставим в комментариях. Beam имеет ограниченную эмиссию в 263 миллиона монет. Время создания блока и награда за блок. Обе криптовалюты имеют время создания блока равное приблизительно 1 минуте. В блокчейне Green награда за блок составляет 60 монет, и это награда постоянная, которая не будет уменьшаться со временем, как это происходит в биткоине. В блокчейне Beam награда за блок в течение первого года после запуска будет составлять 80 монет, следующие 4 года будет составлять 40 монет за блок. Следующие 4 года работы блокчейна Beam награда будет составлять 25 монет, а дальше каждые 4 года будет происходить халвинг. В итоге через 133 года будут намайнены все монеты Beam. Но майнинг Beam имеет некоторую особенность, которая не понравилась многим майнерам. В течение первого года 20 монет Beam с каждого блока будут идти в так называемую казну. Последующие 4 года в казну будут идти 10 монет с каждого блока. Как заверяют разработчики, деньги из казны пойдут на выплаты ранним инвесторам, команде разработчиков и другим участникам проекта. Все это очень похоже на то, что разработчики хотят просто получить денег с майнеров, при этом сами в майнинге не участвуя. Green же в этом плане намного лучше, так как все добытые монеты идут напрямую майнерам. Алгоритмы для майнинга. Beam для майнинга использует доработанный алгоритм Equihash. Green же использует алгоритмы Kukatu 32+ и Kukaro 29. Одна из проблем Green в том, что монеты нельзя майнить на видеокартах, которые имеют меньше 6 ГБ видеопамяти. Язык программирования. Beam использует язык C++, Green же использует язык программирования Rust. Больше информации об этих двух монетах вы можете найти в официальных репозиториях на GitHub. Что хочется сказать об этих двух монетах, так это то, что не надо пытаться изобрести второй биткоин. Mimblewimble изначально разрабатывался для решения проблем масштабирования именно биткоина. И этот протокол может быть внедрен в биткоин как через soft fork, так и через установку этого протокола на втором уровне, как Lightning Network. Зачем нужны эти монеты, если Mimblewimble в любое время может быть внедрен в биткоин? Эти монеты можно рассматривать как тестовую площадку для протокола Mimblewimble. Посмотреть, как работает это решение, провести необходимые исследования, а потом внести это в биткоин. Теперь давайте рассмотрим преимущества и недостатки протокола Mimblewimble. Mimblewimble имеет ряд преимуществ. Во-первых, он обеспечивает лучшую конфиденциальность для пользователей, скрывая суммы транзакций и избегая использования публично видимых адресов. Во-вторых, уменьшение веса транзакции через удаление ненужных выходов и входов дополнительно повышает конфиденциальность и позволяет в целом получить меньшие блоки и меньший размер данных в блокчейне. Когда полным нодам не нужно хранить значительные объемы данных, это позволяет новым пользователям легче присоединиться к сети. В свою очередь, это приведет к лучшему распределению сети и обеспечит лучшую масштабируемость. Перейдем к недостаткам. То, как создаются транзакции в Mimblewimble, усложняет создание многосторонних транзакций, так как нескольким сторонам приходится взаимодействовать между собой для создания транзакции. Когда транзакция Mimblewimble публикуется в неподтвержденном пуле, входы и выходы транзакций по-прежнему видны. От майнеров требуется создать блоки транзакций таким образом, чтобы итоговая транзакция могла скрыть часть этой информации. Подтвержденный блок будет иметь меньшее количество входов и выходов, смешанных таким образом, что затруднит распознавание сторон конкретной транзакции.
Однако любой может легко ввести учет всех транзакций из неподтвержденного пула транзакций. Эти данные могут быть использованы для построения подробных графиков транзакций сети, например, регулирующими органами. Естественно, соотнести входы и выходы транзакций таким образом очень сложно, но такой анализ не исключен и имеет место быть. Также хочется сказать немного про анонимность транзакций в сравнении с Monero и Zcash. И Monero и Zcash имеют лучшую анонимность и приватность транзакций, чем Green и Beam. Но транзакции в Monero и Zcash весят достаточно много из-за большого размера цифровых подписей. В заключение следует отметить, что конфиденциальность транзакций является сложной проблемой, и улучшение конфиденциальности транзакций сопровождается увеличением сложности и размера транзакций. Сейчас очевидно, что приватность и анонимность транзакций Mimblewimble в текущем состоянии ниже, чем у Zcash и Monero, но это может измениться в будущем. Возможно, благодаря дополнительному усовершенствованию протокола Mimblewimble удастся достичь уровня конфиденциальности, сравнимого с Monero и Zcash. Больше интересной информации и новостей о криптовалютах вы можете найти в нашем телеграм-канале, ссылка на который есть в описании. Также не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики.